Привет, ребята! Сегодня у меня для вас очень веселое видео с рецептами необычными. Если вы не знаете, совсем скоро будет Хэллоуин. Так вот, это один из моих любимых праздников, когда можно реально повеселиться, приготовить что-то интересное, вкусное, смешное и страшное одновременно. И я вам покажу сегодня 3 очень классных рецепта, которые понравятся всей вашей семье и в особенности детям. Некоторые из них, конечно же, не вписываются в правила правильного питания, но давайте немножко повеселимся. И, кстати говоря, если ты случайно попал на мой канал, на этот ролик и еще не подписан, то самое время это сделать. Жми кнопочку подписаться, не забывай включать колокольчик возле этой кнопки, чтобы не пропускать новые ролики на TG. Ну и давайте приступим к первому рецепту. Это у нас будут тыковки из лаваша. Итак, для рецепта приготовления вам потребуется лаваш, яйца и, конечно же, смесь из тыквы. Для начала давайте нарисуем саму форму тыквы. Я возьму картон, маркер и буду рисовать тыкву, хвостик, глаза, нос и, конечно же, рот. Затем берем ножницы, вырезаем форму тыквы и маленькими ножницами можно вырезать маленькие детали. Затем берем лаваш и складываем его в 2 части. Прикладываем форму тыквы и смотрим, сколько у нас поместится. У меня поместится 2 тыковки, поэтому я разрезаю его на 2 части. Прикладываем дно вашей тыквы к изгибу и начинаем осторожно, медленно, не спеша вырезать форму тыквы. Затем, разложив лаваш на одной части, вырезаем глаза, нос и рот. Вот такие милые формочки в виде тыкв у нас получились. Теперь готовим саму смесь. Если вы не можете найти смесь из тыквы, вы можете просто перемолоть в блендере обычную тыкву или натереть ее на мелкой терке, добавить яйцо и, в принципе, вся смесь у вас получится. Также не забудьте добавить сахар, стевию или мед по желанию. Нагреваем сковороду, добавляем немножечко масла и начинаем добавлять нашу начинку. Я кладу примерно 1 чайную ложку, оставляя свободные края, приминаю пальчиками и помещаем на сковороду. То же самое проделываем с остальными формочками. Прожариваем их около 3 минут с каждой стороны, и все, наши тыковки готовы. Вот такие милые тыковки у нас получились. Я думаю, что все ваши родные заценят. И, кстати, вы можете присыпать их корицей, к примеру. Они будут еще более ароматные и вкусные. И следующий не менее вкусный и веселый рецепт — котлетки мумии. Итак, для приготовления ваших мумий вам потребуется, естественно, фарш, у меня это говяжий, несколько яиц, несколько зубчиков чеснока, соль, ваши любимые специи, тесто, у меня это уже готовое слоеное тесто, и вот такие вот глазки, пуговки, которые я нашла в кондитерском магазине. Начинаем готовить наш фарш. В принципе, тут ничего особенного. Готовьте фарш так, как вы любите, так, как вы считаете нужным. Я решила добавить все-таки 2 яйца, соль, любимые специи и немного чесночка. Все тщательно перемешиваем. Также не забудьте добавить несколько ложек муки, чтобы легче было лепить ваши котлетки. Ну и лепить мы их будем мокрыми, естественно, руками, размером с теннисный мячик. Теперь начинаем готовить стол для нашего теста. Я присыпаю его мукой, и у меня готовое тесто, которое очень резко, неожиданно раскрывает. Вы можете приготовить тесто самостоятельно, так как вы считаете нужным. Раскатываем тоненький слой и нарезаем ножом вот такие вот полосочки. Это будет наша одежка для мумии. И теперь самое интересное, наворачиваем полоски на нашу котлетку и оставляем небольшой участок для глазок. Я приготовила вот такую конструкцию для моих котлеток, поставила решетку на пиалочку, в которой находится вода. Помещаем наши котлеты в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30 минут. Наши мумии почти готовы, осталось добавить им только глазки. Сделайте пару капелек кетчупа и добавьте немножечко глаз. Можете подавать их к столу как закуску с любимым соусом или же как основное мясное блюдо. О боже, они такие милые, и все смотрят прямо мне в душу. Какой же из них съесть?
Кстати, эти пуговки, они, конечно же, сладкие, поэтому я думаю, что лучше их, конечно, не есть. О, боже мой, это так вкусно и сытно, кстати говоря. Это очень вкусно. Но если вы хотите приготовить что-то реально страшное и мрачное, третий рецепт вам точно понравится. Итак, для наших червячков вам потребуется красное желе, у меня клубничное, желатин без вкуса, взбитые сливки, шоколадное печенье, у меня Орео, какао-порошок и трубочки. Много трубочек. Для начала в глубокой миске смешиваем все сухие ингредиенты. 1 пакетик желе и 3 маленьких пакета желатина. Перемешиваем все вилочкой и добавляем 3 стакана кипяченой воды. В то же время тщательно все перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Теперь нашу желеху помещаем в холодильник минут на 20 и тем временем занимаемся нашими трубочками. Я советую вам взять гнущиеся трубочки с такими вот туннелями, которые нам необходимо распрямить. Так что зовите всех своих родных на помощь. Теперь берем высокий стакан и помещаем все трубочки внутрь, так чтобы они были плотно друг к другу, но верхушка не перекрывалась. Кстати, гнущаяся часть трубочек должна быть именно на дне. 20 минут прошло, достаем нашу желейную смесь и вливаем 2/3 стакана сливок. Кстати, если у вас есть зеленый пищевой краситель, вы можете добавить пару капелек, чтобы ваши червячки получились более коричневатыми. Тщательно все перемешиваем, вливаем удобную емкость и начинаем заливать стакан. Да, будет немножечко грязновато. Готово. Теперь помещаем стакан в холодильник минимум на 8 часов. Да, поэтому это лучше сделать заранее. А тем временем можем приготовить вашу землицу, ваш чернозем. Я беру печенье, избавляюсь от начинки, если она у вас есть. И теперь измельчаем ваше печенье в мелкую крошку. Добавляем несколько столовых ложек какао-порошка, перемешиваем, и вы только посмотрите, это реально похоже на землю. Уже на следующий день я достаю стакан, достаю трубочку и буквально на секунду провожу ее под горячей водой. Это нужно для того, чтобы вам легче было достать желе. Теперь берем за свободный кончик и другим пальцем оттягиваем вашего червячка. Вы только посмотрите, они же выглядят как настоящие червяки. Обваливаем их немножко в нашем песке и вуаля, готово! Я знаю, что это просто желе, но, боже мой, как же мрачно это смотрится. Я когда их делала, мне реально было немножечко стрёмно. Они даже отрываются, как настоящие червяки. Так, кто пойдет ко мне в ротик? Давай-ка ты. Это как вкусная клубничная желешечка. Класс! Это так весело и круто. Піду я у садочок, наимся червячки. По-моему, у меня застрял червяк в зубах. Ребят, если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте большой лайк этому ролику, делитесь им в социальных сетях, показывайте его своим знакомым, какие рецепты можно приготовить, чтобы удивить всю свою семью и в особенности детей. И, конечно же, не забывайте, если вы повторите мои рецепты, то обязательно отмечайте меня в Instagram. Мне будет очень интересно посмотреть то, что вы приготовили. Ну а я вам желаю веселого и мрачного Хэллоуина. Мы с вами встретимся совсем скоро. Всем удачи. Пока-пока.